Решение полностью прекратить общение со своими родителями или свести его к абсолютному минимуму — это один из самых тяжелых, болезненных и эмоционально истощающих шагов, которые только может сделать человек в своей жизни. Когда люди со стороны узнают, что кто-то ушел в так называемый «no contact», они чаще всего реагируют с недоумением или даже открытым осуждением. В обществе принято считать это глупым молодежным трендом, мимолетным капризом из-за разницы в политических взглядах или банальной обидой после одной единственной ссоры. Но это катастрофическое заблуждение. Никто не обрывает связь с родителями из-за пустяков. За решением полностью прекратить контакты всегда стоят десятилетия нерешенных проблем, глубокого эмоционального насилия, манипуляций, психологических травм и систематического нарушения личных границ. Это всегда самый последний рубеж, крайняя мера и жест отчаяния, когда все остальные способы наладить диалог и спасти отношения были полностью исчерпаны. Взрослые дети годами, если не десятилетиями, пытаются достучаться до своих матерей и отцов, надеясь построить здоровые, уважительные взрослые отношения. Но суровая правда заключается в том, что истинное исцеление и примирение между двумя людьми физически невозможно, если только один человек признает существование травмы и пытается что-то исправить. Отношения — это всегда двустороннее движение. Если одна сторона раз за разом пытается говорить, открываться и указывать на причиненную боль, а в ответ получает лишь глухую стену отрицания, агрессии, высокомерия и абсолютного нежелания брать на себя хоть какую-то ответственность, у человека просто не остается другого выбора, кроме как уйти. Это естественный финал односторонней связи, в которой один человек истощает свои ресурсы ради того, кому это не нужно. Тем не менее, социальное давление на взрослых детей остается колоссальным. Окружающие постоянно бомбардируют их упреками в духе: «Но это же твоя мать! Как ты можешь так поступать? Родители не вечны, она может умереть завтра, и ты будешь жалеть об этом до конца дней». Но если убрать двойные стандарты и посмотреть на ситуацию объективно, картина меняется. Если бы ваш супруг, партнер или близкий друг обращался с вами так, как обращаются некоторые токсичные родители, если бы они постоянно унижали вас, манипулировали вашим чувством вины, шантажировали, практиковали газлайтинг, оскорбляли и игнорировали ваши чувства, абсолютно любой человек со стороны назвал бы вас безумцем за то, что вы продолжаете оставаться рядом. Все вокруг в один голос твердили бы вам бежать от такого человека без оглядки. Непонятно почему, когда речь заходит о биологических родителях, общество требует от людей полностью отключить инстинкт самосохранения и молча терпеть разрушение собственной психики. Кровные узы не должны служить оправданием для насилия. Еще одно глубочайшее родительское заблуждение кроется в подмене понятий материальной заботы и эмоционального воспитания. Многие родители искренне убеждены, что они были идеальными, потому что их ребенок был сыт, одет, обут, имел крышу над головой и новые вещи к учебному году. Они путают базовое обеспечение выживания с процессом воспитания и взращивания личности. Физическая забота — это обязанность, которую взрослые берут на себя добровольно, ведь дети не просили рождаться на свет. Но материальное обеспечение не дает автоматического права уничтожать ребенка эмоционально и ментально. Можно отлично справиться с функцией кормильца, обеспечив крышу над головой и еду, но при этом полностью провалиться как родитель в плане создания безопасного эмоционального контакта. И когда ребенок вырастает, становится финансово и физически независимым, родительский контроль и шантаж выживанием больше не работают. На руинах былой зависимости остается только то, что было выращено внутри самих отношений на протяжении лет. Если там не было любви, уважения и принятия, то не остается ничего. Многие родители сегодня сталкиваются с горьким одиночеством на старости лет и искренне недоумевают, почему дети им не звонят и не хотят общаться. Ответ на это прост и суров. Эти родители сами застелили постель, в которой им теперь приходится спать. И эта постель усыпана осколками стекла, канцелярскими кнопками и гвоздями эмоционального насилия. Теми самыми, на которых их дети спали все свое детство, не имея права даже пожаловаться, потому что любой протест клеймился как неуважение и непослушание. Теперь родителям приходится лично прочувствовать всю остроту этих осколков, пока их взрослые дети наконец-то залечивают свои раны вдали от них.
Общество и даже некоторые семейные специалисты часто совершают фатальную ошибку, упуская из виду скрытую, невидимую сторону домашнего насилия. Принято считать насилием только физические побои или очевидные жестокие преступления. Но вербальный абьюз, постоянный моральный гнет, манипуляции, обесценивание личности, критика и тотальное пренебрежение чувствами ребенка наносят его психике точно такой же, а порой и куда более разрушительный ущерб. Его невероятно тяжело залечить именно потому, что он невидим для окружающих, у которых нет физических доказательств травмы. Известная детская поговорка о том, что камни и палки могут сломать кости, но слова не причинят вреда, это абсолютная ложь. То, как с нами говорят самые близкие люди в детстве, напрямую формирует нашу самооценку, наше восприятие себя и определяет всю нашу дальнейшую судьбу. Когда токсичные родители сталкиваются с тем, что их выросшие дети выстраивают жесткие границы, они часто называют это эгоизмом, чушью или результатом пагубного влияния интернета. Они искренне выставляют себя невинными жертвами, уверяя окружающих, что не сделали ничего плохого, но при этом сознательно умалчивают о собственном поведении, о своих срывах и о том, как методично они уничтожали доверие собственного ребенка годами. Они не хотят признавать очевидного. Их дети уходят не потому, что они слабые или жестокие, а потому, что это единственный способ выжить, сохранить рассудок и остановить передачу этой родовой травмы дальше. В этом контексте очень четко прослеживается смена поколенческих парадигм. Предыдущие поколения воспитывались в условиях информационного вакуума, где существовал лишь один социальный стандарт – любить, уважать родителей и прощать им абсолютно все, независимо от того, насколько разрушительным было их поведение. Людям внушали, что у них просто нет другого выбора, кроме как терпеть. Но новое поколение, зумеры и младшие миллениалы, категорически отказываются следовать этому устаревшему правилу. Они окончательно отправляют на свалку истории догму о том, что кровь гуще воды, и что биологическое родство обязывает человека безропотно сносить любые унижения. Благодаря глобальной сети и открытому доступу к информации, современные молодые люди с ранней юности видят примеры действительно здоровых, уважительных и любящих семей. Они общаются с людьми по всему миру, изучают психологию и осознают, как на самом деле должно выглядеть настоящее взаимное уважение. Они понимают, что уважение больше не выдается автоматически вместе с родительским статусом. Его нужно заслуживать своими поступками и уважением к личности ребенка. Более того, само понятие «родитель» для молодого поколения стало переменной величиной. В их картине мира люди делятся на тех, кто действительно выполнял роль любящей матери или отца, и тех, кто остался лишь биологическим донором, ничем не отличающимся от прохожего на улице, поскольку не построил с ребенком никакой эмоциональной связи. Прекращение общения с семьей всегда сопровождается тяжелым процессом скорби. Это уникальный и страшный вид горя, потому что взрослый ребенок одновременно переживает две утраты. Он оплакивает те травмирующие отношения, которые у него реально были, и одновременно хоронит надежду на то, какими они могли бы быть. Это переживается как настоящая смерть близкого человека, с той лишь разницей, что родитель все еще жив. Вы знаете, что он ходит по этой земле, но также понимаете, что он никогда не изменится, и здоровой связи между вами уже не будет. Этот шаг часто приводит к расколу внутри всей остальной семьи, когда братья, сестры или родственники принимают сторону родителей и прекращают контакты. Но даже это взрослые дети готовы принять ради защиты своего ментального здоровья. Современные молодые люди берут этот тяжелый опыт и превращают его в топливо для позитивных изменений. Они сознательно идут в терапию, проделывают колоссальную внутреннюю работу и используют ошибки прошлого как предупреждающий факел, наглядно показывающий, как делать нельзя. Вместо того, чтобы проецировать свои нерешенные внутренние конфликты на будущие поколения, они прерывают этот многовековой цикл семейного насилия, чтобы стать для своих будущих детей источником безусловной любви, безопасности и эмоциональной поддержки. Да, уходить из семьи всегда больно. Но если вы годами пытались создать мир, предлагали диалог, искали компромиссы, но раз за разом натыкались лишь на эмоциональное насилие, у вас есть полное моральное право развернуться и уйти. Вы не обязаны тратить свою единственную жизнь на спасение тех, кто категорически отказывается спасать себя сам. В
конечном счете, настоящее самоуважение и ваш психологический покой всегда должны стоять на первом месте.